Нас тревога, но посмотрите, какая луна, мы бежим в укрытие, но это что-то просто невероятное, даже страшно стоять снимать, потому что дома уже близко. Сегодня 22 апреля 2026 года и всем привет из Одессы. Знаете, среди одесситов уже появилась шутка, что днем в Одессе Монако, а ночью у нас Афганистан. Возможно, было бы нам смешно, если бы не было на самом деле так грустно. Ну что, пожили мы пару дней как нормальные люди. Последний месяц нас атакуют практически каждый день, но вот пару дней как-то более-менее были спокойные ночи. Но сегодняшняя ночь вернула нас всех в суровую военную реальность, потому что было очень громко, очень страшно, и была еще одна очередная кошмарная ночь в Одессе. Вам честно, я из-за того, что не спала, успела добежать до убежища, потому что, знаете, видишь дроны в море, у тебя есть пару минут, чтобы полностью одеться, взять свою сумку и куда-то добежать, чтобы спрятаться. Вот, и я вот этого ужаса, этих взрывов и звука этих шахедов не слышала, но у меня друзья живут в центре города и говорили, что за эту ночь посидели просто в половину. Такой тревоги пол-второго ночи. Вот так мы весело живем. На Одессу была мощная атака, около 20 дронов после часа ночи, около 20 дронов рано утром. Многие сегодня не выспались, но прочла в новостях то, что сегодня никто, к счастью, не пострадал и никто не погиб. Ведь человеческая жизнь – это самое ценное. Все остальное мы восстановим, и все у нас будет добре. Несмотря на то, что всем нам сейчас очень тяжело, страшно, мы переживаем трудные времена, все равно украинцы, одесситы стараются как-то оптимистично и с позитивом относиться к жизни. За всех не скажу, но одесситы сегодня как ни в чем не бывало. Хоть, конечно, все не выспались, у всех нет настроения, но все равно все стараются так поддерживать позитивный настрой и проживать дальше эту жизнь. Есть вещи, которые в городе остаются неизменными. И здесь на событии сегодня много столиков занято, потому что все играют в шахматы. Смотрите, думает, напряженный процесс мышления. Это гораздо лучше, чем смотреть телевизор дома. Мужчина задумался, какой же ход ему сделать. Видите, как все сосредоточены, потому что победить очень и очень важно. Забавно выглядит. Если бы вы знали, какой выигрыш получает чемпион мира по шахматам, вы бы, наверное, так же, как и я, пожалели, почему когда-то не начали в них играть с большой серьезностью. По-моему, сейчас самый сильный чемпион мира по шахматам норвежец, и он выиграл в своем последнем турнире около 750 тысяч евро, а второе место занял, по-моему, какой-то американец, и он выиграл около 720 тысяч евро. Поэтому подумайте, я вот уже задумалась, может, стоит научиться играть в шахматы. Пришла с вами на остановочку, сейчас проедемся на одесской маршрутке. К счастью, проезд не подорожал и составляет сейчас, так как и было, 20 гривен. Едем на такое с рекламой биопарка. Как раз здесь конечная, и можно сесть на место возле окошка. Потому что я люблю ездить только возле окошка. Стоимость проезда в Одессе оплачивается уже непосредственно перед выходом и составляет вот сейчас 20 гривен. Покажу вам, как выглядит 20 гривен, потому что нас смотрят зрители из разных стран мира, и не все знают, как выглядят украинские деньги. Достаточно оживленная сегодня Дерибасовская. Люди ходят по делам, с работы на работу. Кто-то очень часто приезжает
сюда кофе выпить. Увидела в новостях, опубликовали, что Дерибасовскую разрыли. Здесь ведутся какие-то работы. Ага, здесь устанавливают какой-то кабель. Я не знаю, как оно правильно называется. Стоит техника. Ого, какая глубина. Интересно, какие-то ступенечки там прям. Интересно позаглядывать. Ведутся какие-то ремонтные работы, но вижу, не повезло ресторанам, потому что прям они ведутся возле таких террас. Ну, хорошо, что в городе что-то чинят, что-то делает, это хороший показатель. Зашла в сувенирный магазин, и ассортимент меня очень порадовало. Смотрите, первое, флаг Одессы, и его стоимость 80 гривен. Кому нужен, можете зайти купить. Прихватки с одесскими рисунками по 520 гривен, и здесь рисунков очень много. На подарок то, что надо, как сувенир для хозяйки или хозяина. Я помню, как мы в 2023 году приехали на пару дней из Польши в Одессу и хотели польским друзьям нашим купить одесские сувениры, и такой был плохой ассортимент, практически ничего не было. Я хотела элементарно найти дельфинчика, но не могла этого сделать. А сейчас, особенно в этом году, я вижу, все подготовились к туристическому сезону, и посмотрите, сколько всего интересного можно найти. А это чайки handmade, которые тоже родом из Одессы. Вот даже одна с нашим гербом. И посмотрите, какие большие красивые корабли. И стоимость такого корабля 14 тысяч гривен. Но есть корабли и в меньших размерах, и цена их, конечно же, дешевле. Вот такой вот 5000 гривен. И вот мне еще понравились такие милые шкатулочки с ропанчиками. И, кстати, в трендовых модных цветах. Вот фиолетовый, такой нежно-розовый, лимонный, желтый. Очень даже интересно сделано. Фонтанчик работает. Я читала, что на одесских фонтанах везде должны наклеить, установить QR-коды, и можно будет почитать их историю. Не знаю, уже установили или нет, пока что не вижу. Одесса полна талантов. Вот сидит художник и очень красиво рисует. Утесово, горсад. Класс! Даже сегодня собаки не выспались и везде спят после тяжелой ночи. Минуточку внимания для одесситов. Это так просто хочется каждому напомнить, чтобы никто не попал на штраф. Здесь нельзя парковать машины возле Дерибасовской, потому что приедут инспектора и выпишут вам квитанцию со штрафом. Я вот видела здесь как-то инспекторов, подошла, спросила, оказывается, нельзя здесь парковать автомобили. Поэтому, если не хотите платить денежку, то не делайте этого. Вот квартиры продаются. Знаете, несмотря на обстрелы, несмотря на то, что много прилетов в жилые дома, в Одессе все равно продолжают покупать недвижимость, и недвижимость, она с начала войны гораздо так выросла в цене. Здесь ориентировочные цены на квартиры. Так, Черемушки 120 квадратных метров, вот 110 тысяч долларов. Так, что здесь? Ну, а здесь, я так понимаю, что все старый фонд даже. А нет, есть и новые ЖК-пространства. Вот 55 тысяч 43 квадратных метра. Это, наверное, даже без ремонта. А нет, с евроремонтом. Апрель продолжает нас не радовать. Портится погода. И на сегодня обещают дождик. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Но у нас не потеплело. Все равно 12-14 градусов. Я надела сегодня жилетку. Мне показалось, что тепло для куртки. Но смело можно ходить в куртке. Но вы знаете, у нас еще жара по сравнению с другими регионами, потому что в Ивано-Франківську вхурделило. Посмотрите, сколько снега там везде. А у нас, если посмотреть на небо, то совсем скоро начнется дождь. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо вам за вашу поддержку. Берегите себя и своих близких. Если вы живете в Украине, то не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.